Для создания розы джаз нам понадобится зефирный фоамиран персикового, белого и желтого цвета, иранский фоамиран оливкового цвета, ножницы большие и маникюрные, проволока 1,5 мм и 0,7 мм, губка пищевая 2 штуки, пищевая фольга, выкройки, которые я приложу в описании, и молды. Молд кустовой розы, молд листа розы и молд чашелистика розы. Также нам понадобится серединка ромашки, но это не обязательно. И любой молд с радиальными прожилками. У меня это пион, лист пиона. Окрашивать наши цветы мы будем акриловой краской темно-зеленого, светло-зеленого, цвета охры и коричневым. Все будем покрывать сверху лаком полиш акриловым. И также будем использовать масляную пастель Мунгё разного цвета. Первое, что мы делаем, располагаем лист фоамирана между двумя листами бумаги А4 и проглаживаем с нажатием, выпуская весь воздух из нашего фоамирана. Проглаживаем обязательно с двух сторон. В течение нескольких секунд проглаживая каждую сторону. Поехали! И аккуратно открывать. Нагреем наш фоамиран на утюге и отожмем на молде. Нам понадобится 16 таких заготовок. Поехали! Вырезаем наши заготовки по выкройке. Нам понадобится 2 маленьких, 5 побольше, 5 средних и 5 самых больших. Поехали! Окрасим наши лепестки. Окрашивать будем масляной пастелью с переходом и градиентом от желтого к оранжевому, от оранжевого к розовому, и кое-где будем использовать еще зеленую пастель. Для начала окрасим тыльную сторону наших лепестков. Для этого нам понадобится только темно-красная пастель. Отрезаем кусочек губки и используем ее для нанесения. Переносим пастель на губку. Окрашиваем полностью плотным хорошим слоем, полностью перекрывая персиковый цвет. Наш лепесток с тыльной стороны будет полностью красным. Вот такой яркий цвет у нас получился. Окрасим все лепестки тыльной стороны в розовый или темно-красный цвет.
Далее перевернем наши лепестки на лицевую сторону, вот где прожилки хорошо видны, и нанесем желтую пастель к основанию листика. Вот сюда плотным слоем все наши лепестки обрабатываем прежде всего так. Поехали! Вот таким образом мы нанесли желтую пастель. Далее переходим к оранжевой пастели. Наносим ее на губку. Плотным слоем переходим от желтого вверх лепестка оранжевым цветом. Вот так. Немного заходим на желтый, тем самым создавая легкий градиент. Лепесток уже становится очень ярким и красивым. Аккуратно переходим от желтого к оранжевому. Не забывайте наносить пастель на губку для того, чтобы цвет был плотным и полностью перекрывал фоамиран. От желтого вверх. Обязательно хорошо проходимся по краю лепестка. Вот здесь все должно быть очень хорошо и ярко затонировано. Вот такой красивый переход у нас получился. Вы уже, наверное, догадались, что дальше мы будем темно-красной пастелью переходить до конца от оранжевого к верху лепестка. Поехали! Переходим от оранжевого вверх в розовый цвет. Вот такой вот трехслойный, красивый, яркий лепесток у нас получается. Не забывайте очень хорошо окрашивать края лепестка. Это нам обязательно нужно. Проходимся губкой или можно просто пастелькой по краю, для того, чтобы полностью перекрыть весь персиковый фоамиран. Вот таким образом мы окрашиваем все наши лепесточки. Здесь виден прекрасный градиент от желтого к оранжевому и от оранжевого к розовому. Светло-зеленой пастели. Обязательно выбираем любой лепесток, который вам понравится. Их не должно быть очень много. На некоторых лепестках видна светло-зеленая прожилка. Рисуем ее в произвольном порядке. Примерно таким образом. Я сделаю 2 таких лепестка. Это придаст необычный шарм нашему цветочку и сделает его более реалистичным. Создадим наши тычиночки самостоятельно из фоамирана. Для этого нам понадобится кусочек белого зефирного фоамирана, не прогретого на утюге, шириной 2 см. Прорезаем заготовки примерно под 1,5 см в ширину. Полосочку прикладываем к разогретому утюгу, распрямляем губкой и твердой стороной закручиваем в трубочку. Аккуратно. Даем нашей трубочке хорошенько прогреться на утюге. Снимая с утюга, растягиваем в разные стороны до упора и ждем, пока наша трубочка не остынет. Вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Прорезаем трубочку примерно по 1,5 см. Это и будут наши заготовки.
Нам понадобится таких заготовочек 30 штук. Давайте попробуем еще раз. Прикладываем на утюг, распрямляем и закручиваем в трубочку. Аккуратно прогреваем трубочку на утюге. Снимаем с утюга и растягиваем в разные стороны до упора. Аккуратно. Вытягиваем, вытягиваем, пока фоамиран не остынет. Чем сильнее вы вытянете трубочку, тем тоньше и красивее тычинки у нас получится. Отрезаем лишнее и готовим тычинки примерно по сантиметру или 1,5 в длину. Далее наносим желтую пастель на пальчик и начинаем перекручивать нашу тычинку, чтобы она была тоньше. Фоамиран утончается и окрашивается в желтый цвет, так как нам и необходимо. Крутим до тех пор, пока тычинка не станет примерно 1 мм в диаметре. И снова прикладываем на горячий утюг, образуя вот такую шляпку сверху. Отличная тычинка у нас получилась. Давайте попробуем еще раз. Заготовочку перекручиваем пальцами. Она окрашивается в желтый цвет. Прикладываем на утюг и ждем образования шляпки. Вот такой гвоздик у нас получается. Создаем 30 таких заготовочек. Перекручиваем пальцами, в то же время окрашивая до примерно 1 мм в диаметре. Прикладываем на утюг, создаем шляпку. Для того, чтобы шляпка нашей тычинки стала коричневой, нужно промокнуть ее в коричневую акриловую краску. Я просто беру краску, промакиваю шляпку аккуратно и все, оставляем сохнуть. Проделываем эту процедуру со всеми тычинками аккуратно, оставляем подсохнуть. И последнее. Для создания заготовки нашего бутона нам понадобится пищевая фольга. Нам необходимо будет сделать шарик диаметром примерно 1–1,5 см. Скатываем шарик в руках, проделываем отверстие и вклеиваем туда проволочку, которая у нас была 1,5 мм в диаметре. Вот таким образом. Вклеиваем проволоку. Заготовка почти готова. Вот таким образом. Далее из кусочка желтого фоамирана нам нужно будет создать бутон нашей розы. На разогретый утюг прикладываем фоамиран, разогреваем в течение нескольких секунд и отжимаем пальчиком на молде для создания сердцевины ромашки. Вот такая красивая поверхность у нас получилась. Итак, прикладываем заготовку из фоамирана на фольгу, вот таким образом, и наносим клей только по краю, для того, чтобы наш отпечаток не деформировался. Тихонечко приклеиваем.
Рисунок сохранился. Кусочком проволоки макаем в краску коричневого цвета и наносим вот такие кружочки по всей поверхности нашей заготовки. Соберем сердцевинку нашей розы. Здесь у нас уже все готово. Осталось только прикрепить тычинки к основанию. Крепим тычинки вот таким образом, чтобы они смотрели в центр. Нам понадобится 30 таких тычинок. Вот они здесь. Будем клеить их в 2 слоя. Вот таким образом у меня располагаются тычинки в один слой. Сейчас будем продолжать их приклеивать, но уже там, где у нас видны пробелы. Обратите внимание, все тычинки смотрят к центру, повернуты к центру. Это обязательно нужно. Именно таким образом располагаем все тычинки. Соберем наш бутончик. У нас уже готовы все лепесточки. Итак, лепесточки, в принципе, в дополнительной обработке практически не нуждаются. Мы только берем лепесток и крайнюю часть немножечко подгибаем. Вот таким образом вытягиваем. Чуть-чуть. И можно немного здесь сделать залом. Вот таким образом. Это делаем не на каждом лепестке, а выборочно. Наносим клей и приклеиваем с любой удобной для нас стороны. Далее размещаем 3 маленьких лепесточка по разным сторонам нашей поверхности. Вот возьмем этот, например. Я чуть-чуть его подкорректирую, подтяну вот таким образом. И размещу, например, вот здесь. Лепесточки смотрят в разные стороны. Здесь нет ничего необычного. Они в природе также растут. И размещаем последний наш маленький лепесточек. Не забываем подтягивать нижнюю часть. На этом мы завершим первый ряд. Вот я так разместила. Переходим ко второму ряду лепесточков. Это у нас номер 2. Здесь немножечко подтягиваем опять. Можно чуть-чуть подогнуть. Наносим клей. И размещаем в шахматном порядке от тех, которые у нас уже готовы лепесточки. И стараемся перекрыть всю поверхность цветочка.
Я разместила в хаотичном порядке лепестки под номером 2 и вот заканчиваю уже лепесточек под номером 3. И у меня останется последний ряд лепестков номер 4, самые большие лепесточки. Мы размещаем в просветы вот здесь между лепестками 2 и 3 ряда. Вот таким образом, просто перекрывая все просветы. Здесь, здесь, здесь и здесь. Последние 5 лепесточков. Из зеленого оливкового фоамирана подготовим листья, отожмем их на молде, и 2 чашелистика для нашей розочки, которую мы уже создали, и для полузакрытого бутона, который будем делать дальше. Отрезаем кусочек зеленого фоамирана под размер губки. Нам понадобится примерно 5-6 листьев. Здесь у нас очень большой лист, поэтому мы поделим его пополам, и нам понадобится всего 2-3 отжима от этого прекрасного молда. Разогреваем фоамиран на утюге. И отжимаем на молде. Вырезаем наши заготовки. Так как наш молд очень большой, мы делим листья пополам и делаем 2 маленьких листочка. Выкройки по ним тоже приложу.
Эти звездочки чашелистика слишком большие для наших розочек, поэтому я их просто уменьшу и приложу выкройку в описании. Окрасим наши чашелистики и листья. Для этого нам понадобится 2 пастельки зеленого цвета, белая и красная пастель. Начнем с зеленой. Нам нужно будет нанести зеленую пастель 2 цветов на одну губку и перемешать таким образом. Полностью проходимся с внутренней стороны листа, плотным слоем окрашиваем зеленый цвет. И сверху проходимся с нужной нам поверхности. И проходимся тихонько так, чтобы были видны все прожилки. С лицевой стороны окрашиваем аккуратно, тихонечко. Обязательно наносим дополнительно пастель, чтобы было видно переходы. Но так, чтобы полностью все прожилки были вот такого светлого цвета. Это обязательно. Проходимся с внутренней стороны более плотным слоем, не боимся с нажатием. С обратной стороны более аккуратно, так, чтобы все прожилки у нас проявились. По краю наших листьев мы проходимся красной пастелью. Вот таким образом, здесь прокрашивая только уголочки и тыльную часть листа. Аккуратно проходимся красной пастелью. Наносим ее на губку и окрашиваем. Листики проходимся зеленой пастелью с 2 сторон, очень плотно окрашивая зеленый фоамиран. Далее немного перекручиваем наш чашелистик, для того, чтобы он стал более тонким и реалистичным. Расправляем. Следующий. Перетираем края с силой. Расправляем. И проходимся вот здесь по тыльной стороне белой пастелькой. Очень плотненько ее наносим на края и вот эту часть нашего чашелистика. Аккуратно, очень обильно прокрашиваем все уголочки нашего чашелистика.
Сейчас нам нужно будет придать листикам дополнительную эластичности. Делаем это так. Делаем надрез на 40 градусов и немножечко поворачиваем. И так очень часто делаем такие надрезы, и у нас получатся красивые зазубринки. Попробуем. Мы сделали зазубринки на всех листьях. Их прикладываем край лепестка к горячему утюгу и посмотрим, что получится. Прежде чем лакировать наш лист, мы вклеиваем проволоку, иначе клей просто не схватится. Для создания полуоткрытого бутона нам понадобится молд и кусочек зефирного фоамирана. Отожмем фоамиран на молде. Для полностью закрытого бутона 5 лепесточков будет достаточно, но так как у нас полуоткрытый, я сделала 10. Давайте их вырежем. Окрасим закрытые бутоны вот этими пастельками. Желтый, оранжевый и розовый, как действует, вы уже знаете. И добавляем сюда темно-розовую пастель. Это нужно для того, чтобы очень сильно оттенить край лепестка, так как закрытые бутоны намного ярче открытых.
Итак, соберем наш полузакрытый бутончик. Для основы нам понадобится фольга. Вкручиваем ее в небольшой шарик. Далее делаем капельку размером примерно 2–1,5 сантиметра. Формируем маленькую капельку. Вот такая капелька у меня получилась. Проделываем отверстие и вставляем нашу плотную проволоку. Основа готова. Обклеиваем нашу основу лепестками. Все лепестки клеим только с внутренней стороны. Вот таким образом, чтобы все прожилки были с внешней стороны. Наносим клей и полностью перекрываем основу. Второй лепесток размещаем напротив первого, поднимаем чуть-чуть выше и перекрываем носик вот таким образом. Аккуратно наносим клей и обклеиваем. Следующий лепесток размещаем на 1/3 предыдущего, чуть выше предыдущего, вот таким образом, по спирали. Следующий лепесток размещаем также на 1/3 предыдущего, немножечко капаем клея и можно чуть-чуть подкрутить его на внешнюю сторону, вот так. Это создает иллюзию того, что лепесточек уже открывается. Подклеиваем. Со следующим лепестком поступаем точно так же. Подкручиваем и размещаем на 1/3 предыдущего. Аккуратненько подклеиваем. Чтобы уголочек был подкручен. Вот так. Я хочу разместить вот таким образом, чтобы он уже отходил от бутона. Я подкрутила край и сейчас буду подклеивать с нижней части совсем чуть-чуть. Вот так. Со следующим лепестком я поступлю так же. Подкручиваем. Наносим клей. И подклеиваем. Вот так. Мой полураскрытый бутон практически готов. Работаем с термоусадкой большого диаметра. Прикладываем термоусадку на не очень разогретый утюг, примерно средне разогретый. Прикладываем, подогреваем и тихонечко растягиваем в разные стороны. Растягиваем до упора, пока термоусадка не остынет. Вот такой прекрасный ровный стебель у меня получился. Вклеим его к бутону.
Надеваем чашелистик и фиксируем его клеем, перекрывая все неровности. Аккуратно расправляем цветочек. Вот такая прекрасная роза получается. Термоусадкой меньшего размера. Очень красивый тоненький стебелек у нас получился. Надеваем его на полузакрытый бутон и вклеиваем. Листик и крепим его с помощью термоклея. Собираем листики. Берем самый большой листик, продеваем его в термоусадку, капнем немного клея к основанию и крепим термоусадку. Убираем излишки клея аккуратно. И теперь с двух сторон крепим листья по бокам, проделывая небольшое отверстие с помощью ножниц в термоусадке, садим 2 лепестка. И вставляем сюда лист.
стеблю розы. Недаром я срезала наискосок нашу термоусадку, чтобы здесь она смотрелась гармонично. Вот таким образом мы приклеиваем нашу веточку. С оставшимися листиками проделываем то же самое. Настало время создать настоящие шипы нашей розе. Для этого нам нужен термопистолет. Размещаем шипы в шахматном порядке по всему стеблю и по всем веточкам. Итак, поехали. Нажимаем на термопистолет, выдавая каплю клея. И тихонечко отходим от нее, тем самым создавая вот такие классные шипы. Ждем, пока наш шип подсохнет, немножечко замерзнет, и двигаемся дальше. Аккуратно, паутинок будет много. Ждем полного остывания и срезаем лишнее. Шипов у меня получилось на розе очень много. Последний завершающий этап — это окраска. Сейчас мы покрасим наш стебель, наши шипы, и будет замечательно. Итак, готовим нашу краску. У меня есть очень хороший плотный зеленый цвет, но я хочу его немножечко разбавить. Разбавить я его хочу зеленым цветом, светло-зеленым, и охрой. И у меня получается светлее и приятнее оттенок. Итак, поехали. Плотным слоем акриловой краски красим полностью наш стебель и шипы. Поехали!
Так, последний штрих – это нанесение коричневой краски на уголки наших шипов, для того, чтобы их выделить визуально. Берем коричневую краску и с помощью кисти просто тихонечко окрашиваем самый краешек наших шипов. Ну вот и все. Наша прекрасная роза готова. Мы можем добавить ее в наш букет и подарить своим близким или друзьям. До новых встреч. Пока-пока. Удачного творчества!